Всем привет! С вами Евгений, Black Barrel. Сегодня я вам расскажу немножко о своем домашнем сетапе, что я использую для того, чтобы создавать музыку, какие устройства у меня есть, и вы еще раз убедитесь в том, что для этого, в принципе, не нужны какие-то особенные вещи. Значит, первое, конечно, с чего хотелось бы начать, это компьютер. Вообще без него никуда, и чем он мощнее, тем лучше. Вот, значит, я вкратце упомяну, что у меня компьютер 7-летний, 8-летней уже давности, наверное, почти. Вот, на i5 процессоре 4670K, его пока еще хватает, он еще живет. Значит, Focusrite 2.4 карточка звуковая, Akai у меня MIDI-клавиатура. Значит, что у нас? Наушники. Самая важная часть. Наушники. Это у нас Beyer Dynamics DT770 Pro на 80 Ом. Это залог, один из залогов успеха сразу после звуковой карты и компьютера. Это одна из самых важных частей. Значит, стандартной акустики какой-то хорошей у меня нет, поскольку моя студия является, в общем-то, моей кухней. У меня есть колонки Sven за 8000 рублей. Вот. Я даже не знаю модель, что это такое. Это никакие не мониторы. Может быть, это выглядит круто, но на самом деле это не круто. Вот. И опираюсь я исключительно только на наушники. Дальше в сетапе у меня есть микрофон. Perception 120 AKG. В принципе, тоже он хорошо пишет. Я что-то на него иногда сэмплирую, записываю, а также устраиваю всякие подкасты, что мы там еще делаем. Ну, в общем, все такое, все в таком духе. И последняя вещь, это у меня, нет, предпоследняя, это Korg MS-20, я его сейчас вам покажу. Аналоговый синтезатор с очень такими интересными фильтрами внутри на борту, и я думаю, что вы можете извлекать оттуда довольно серьезные звуки. Последний в коллекции девайс, нет, все-таки предпоследний, да, который помогает мне записывать какие-то звуки интересные, это сам по себе виниловый проигрыватель Technics. Не помню какой у меня, по-моему, 1200, который 1200, MK3. Да, я иногда ресэмплю какие-то виниловые скретчи, с него записываю. Очень редко, но записываю. И последняя вещь, это девайс от фирмы, по-моему, Casio, который называется Chilviana. Это такой большой эмулятор пианино. В общем, имитация живого пианино с очень интересным набором инструментов своих, которые я тоже постоянно записываю. Сейчас вот на данный момент я работаю над альбомом, и в альбом почти вот в каждый трек или через трек я обязательно сэмплирую пианино. Причем я для этого не использую звуковую карту и какие-то кабели, я записываю его просто на рекордер своего телефона. И получается очень даже неплохо. Наверное, в принципе, это все, о чем я сегодня вам расскажу про девайсы. Давайте приступим к более детальному рассмотру всех этих вещей. Первое, про что хотелось бы сказать подробнее, так это про эти наушники. Я купил их несколько лет назад на смену своим наушникам AKG 181. И буквально, наверное, месяц я к ним привыкал. Зато после того, как после месяца работы в них, практически все мои друзья сказали, что огромный прирост звука, повысилось качество, и вообще очень сильно стал звук другой, в лучшую сторону. Поэтому хотелось бы горячо рекомендовать именно эту модель. Да, это и самого дистрибьютора
Bayer Dynamics, производителя, самого производителя, потому что замечательный ценовой, да, сегмент и замечательное качество. Я, конечно, выбирал между Sennheiser'ами 650-ми, но в силу бюджета взял себе более дешевый вариант, но я не прогадал, тем не менее, все равно вот с 2017 года я в них так и работаю, до сих пор в них вот 2 альбома, считай, практически написано. Значит, наушники очень хорошие, горячо рекомендую. До наушников у меня был девайс, еще до наушников, карточка Focusrite 2.4. В принципе, наверное, она не сильно отличается от 2.2, которую по стандарту берут люди, но мне просто было нужно несколько слотов для одновременной записи, на всякий случай, мало ли какого-то инструмента и микрофона сразу же. А карточка со своими задачами справляется, в принципе, в последнее время меня не подводит. Что еще? Значит, MIDI-клавиатура. MIDI-клавиатура Akai. В принципе, кроме вот обычной раскладки клавишной, я практически ничем не пользуюсь. Хотя у нее есть встроенный арпеджиатор, есть несколько пэдов для того, чтобы настукивать себе какие-нибудь ударные или играть с сэмплами. Есть небольшой набор фейдеров, так скажем, для всяких лайвов, чтобы вы смогли записать как бы вот прямо здесь и сейчас какие-то изменения. В принципе, я несколько раз пользовался ими, но в основном, конечно, пользуюсь только клавишами. Значит, еще один девайс – это микрофон. На него я очень много чего сэмплирую. В том числе и голос, в том числе и свой, и чего я только не делаю. Пишет он, кстати, очень хорошо. Качество записи вообще замечательное. Я микрофоном очень доволен, несмотря на то, что он очень старый. В принципе, свою функцию он выполняет. Давай, Валера, настало твое время. Значит, Korg. Я его подключать не буду, но скажу, что девайс очень хороший. Я выбирал между Korg'ом Minilog и вот этим вот девайсом. Он мне показался по звуку гораздо интереснее, потому что тут, не знаю, может быть, все дело в фильтрах или в интерфейсе, он меня не отпугивал. Тут все довольно просто. Несколько осцилляторов, несколько фильтров. Фильтры вообще невероятно золотые. Ну, да, модуляция есть. Также как бы работа, да, с частотными, типа вот LFO, скорости LFO. Ну и всякие базовые параметры, типа там атаки, дикея, ну, в общем, вы сами все знаете. Вот, и есть еще неизученное мной, если честно, я не шибко силен вот в этом синтезе и коммутации, поскольку это темный лес для меня. Однако вот огромная коммутационная, да, панель со всякими патчами. Патчи у меня есть, но вот надо мне еще потратить немного времени для того, чтобы освоить его. Но девайс, я сразу скажу, что он своих денег стоит, и звуки на нем получаются очень серьезные, очень. Так что горячо рекомендую его. Значит, и последний девайс, это у нас Cerviana, Casio Cerviana. Это эмуляция живого пианино. Так вот он выглядит. А это настоящий зверь. Значит, прихожу я, кладу сюда телефон, включаю рекордер и начинаю с него писать какие-то клавиши. У него есть ряд встроенных инструментов, причем очень интересных, таких как скрипка. Да, можно всякие записывать скрипочки. Есть бас. Вот так вот. И всякие интересные клавишные, да. И с него я очень регулярно записываю множество всяких инструментов, которыми я дополняю интро и вообще, в общем-то, все треки. Вот такой девайс.
Ну, естественно, золото моей коллекции. Винильный тестер, винильный плеер Technics. SL1200 MK3. Еще с кнопочкой у нас есть сброса питча. Вот это движ. А еще у меня имеется фирменный слепмат от Dubhead. Йоу. В общем, на этом девайсе, да, я записываю тоже иногда какие-то скретчи, сэмплы с пластинок. Ну и слушаю, в общем-то, на нем пластиночки всякие. Такая вот у нас пластиночка есть. Это же колорит, да? Это у нас Deep House. Или House просто, не знаю, ну-ка, мне аж интересно. Так, вы вот у нас, пардон. Сейчас самый твой любимый трек. Нет, не эта сторона. Какая пластинка, а? Посмотри еще раз на артворк. Да, поэтому всякие вот звуки, типа таких, можно запросто снимать. Так, значит, у меня есть небольшая коллекция. Мне даже не верится, что тут порядка 100 пластинок, вроде бы так и не скажешь. Есть много всякого интересного, типа Кейтранады или инди-рока. Ну, кстати, вот Tame Impala у меня нет здесь, к сожалению, в коллекции, но я исправлю. Есть немножко хаоса. Одно время я собирал пластинки лейбла 1985, у меня их тут прилично. Штук 5, наверное, есть, с Exit есть. А вот Миша мне привез эксклюзивную копию Noisy Purpose EP прямо со студии Noisy в Гронинге. Гронинген, правильно же так? Это такой трофей. Есть у меня также, что еще, несколько моих копий пластинок. Например, моего релиза с лейбла Metalheads, моя EP-шка Elevate EP. Да, вот несколько копий я для себя заказывал на всякий случай, чтобы у меня были. Альбом, что еще тут? Немножко Экзита, что-то там еще. Не такая большая коллекция, но все равно радует меня. С каждой приобретенной пластинкой я чувствую себя лучше.